Всем привет, точнее весам привет. Сегодня посмотрим вашу работу «Деньги в январе». Давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Итак, первый вопрос, что на работе ждет. А тут вообще про расслабление нет ни капельки. На работе тебя ждет, знаешь, такой момент, когда вот жизнь очень четко покажет, кто на работе реально все на себе тянет. И, конечно, это ты. Ты вот войдешь в месяц, знаешь, в роли человека, на котором держатся все вот эти рабочие процессы. Держится порядок, клиенты, все на тебе. Но ты вроде и не босс, да, ну не начальник. Но вот все крутится вокруг тебя. Ты знаешь, где что лежит, кто что сделать должен, кому чего напомнить. И как раз вот поэтому в январе на тебя свалит еще больше. Причем не через вот эту вот мягкую просьбу, да, а через неприятный разговор. Будет вот один конкретный такой эпизод, который врежется в тебя. То есть косяк, который вообще не твой, а прилетит тебе. Разговор с начальником, где он вот вывалит претензии за других. Хотя ты там рядом стояла и просто, как говорится, вытаскивала всех из этого плохого вещества. Ты после вот этого разговора, знаешь, что поймешь? Что тебя воспринимают как солдатика надежного. Стоишь по стойке смирно, да, и все выполняешь, который все выдержит. То есть тебя не воспринимают как человека, у которого тоже чувства есть, тоже предел есть. И будет больно, даже обидно, я бы сказал, внутри прям вот щелкнет. Вечером придешь домой без сил с этим вот комком в груди, прокрутишь фразы, которые тебе сказали, и просто ты поймешь, что тебе давно пора относиться к себе жестче, чем к этой работе. При этом уходить тебя в январе, как сказать, тебя не уволят. Наоборот, тебя будут цеплять к себе вот еще сильнее. Потому что без тебя все посыпется. Просто делать это будут, знаешь, не через уважение, а через давление и через чувство долга. Типа ты же ответственный, да, ты не подведешь, ты подхватишь, вытащишь всех подряд. В итоге, знаешь, месяц он пройдет вот под знаком, знаешь, каким вот «держусь». Вот твой знак на январь. «Держусь». Когда, с одной стороны, гора задач, да, постоянные просьбы, типа «выйди пораньше», «задержись», «подмени». А с другой стороны, будет ощущение, что твои реальные заслуги они просто обесценили. А вместо благодарности выдали вот этот тычок. Я не знаю, как это по-другому. Ну, когда тыкнули. Январь тебе, знаешь, нужен не для того, чтобы встать в позу и дверью хлопнуть, нет, а чтобы трезво увидеть все. Увидеть вот этот расклад вещей. Кто ты на самом деле, что тебе отдают взамен, где ты сама предаешь себя, когда соглашаешься на вот это лишнее без нормальной отдачи. Этот месяц, он, знаешь, он покажет, что твой потолок на этом месте давно тебе в голову уперся, а ты продолжаешь терпеть только потому, что, здесь все понятно, да? И тут уже не про работу, а про твою привычку тащить и молча, как говорится, гривой махать. Что с деньгами будет? Картина тут уже совершенно другая. Тут как будто, вот знаешь, жизнь балансирует вот эту дичь про то, что творится на работе.
То есть, ну как сказать вот по-другому, денежный фон у тебя идет очень живой. Вот середина месяца, мы про январь говорим, он, знаешь, он прям подсветит тебе тему, что ты результат все-таки видишь. Не просто так ты вкалываешь в холостую, тебе реально прилетит ощутимый плюс. Это или премия за 2025 год, да, или вот, как сказать, вот быстрые деньги, вот как сказать, вот быстрый дополнительный доход, который вот спонтанно всплывет. И знаешь, сценарий какой, ты вот уже уставшая вот от всей вот этой рабочей нервотрепки, и появится возможность быстро взять вот дополнительное какое-то задание, дополнительный проект. Что-то сделать за ограниченный срок, но за нормальные деньги, вот так вот скажем. И ты впишешься, и буквально за пару недель ты получишь сумму, которая вот ощутимо повлияет на, знаешь, вот на фоне обычной зарплаты это будет круче. Вот я не знаю, как это сказать, но ты поняла. И это тебя зарядит. Ты просто поймешь, что когда ты вкалываешь и вкладываешь вот силы не в просто тянуть работу, да, а в понятный результат, то деньги приходят быстрее и легче. Плюс еще в январе, знаешь, момент такой будет, когда ты вот посмотришь на свои траты, да, и резко перестанешь разбрасываться. Не из-за страха, а вот из-за трезвости. Типа вот знаешь, как здесь реально я лишнее трачу, да, а тут я лучше побольше в себя вложу. А вот здесь вот Wildberries Озон нужно послать. Вот примерно вот так. То есть, знаешь, очень четко вот проявится такая связка, вот где ты тратишь время, то там тратишь и деньги. Понимаешь, понимание такое придет. Ты просто увидишь, что часть денег уходит никуда, как ты не оправдывайся. У тебя часть денег уходит, как сказать, вот просто по привычке. Потому что ты так привыкла. И начнешь вот эту привычку ломать. И ближе к концу месяца у тебя на руках сумма будет, которую раньше ты бы уже успела, как говорится, спустить в унитаз. А тут ты вдруг поймешь, что ты не тратишь. И это даст чувство контроля. Не через экономию во всем, а через понимание, что ты управляешь потоком, а не он тобой. И в январе я уже, как говорил, деньги к тебе идут за какое-то живое действие, а не за ожидание. То есть как только ты двигаешься, соглашаешься на быстрые задачи, проявляется сразу вот этот идет отклик в виде денежек. Но это не на работе. Обрати внимание, вот этот доп. Доход, он не от работы, он от твоего дела какого-то, от хобби, может, от своей параллельной работы, но не на основной работе эти деньги. Какой совет? Ну, знаешь, тебе январь, он даст, как сказать, точку поворота, а не просто очередной месяц выживания. А смысл такой, что перестань сидеть в позиции типа «ладно, потерплю еще немного». Тебе уже все покажут. И как к тебе на работе относятся, и сколько ты реально стоишь, и что деньги приходят, когда ты не залипаешь в привычки, а двигаешься туда, где есть интерес. Это я про деньги с доп. Дохода. Важный момент, знаешь, в январе у тебя будет один вот очень явный шанс. Не намек, не знак тонкий от вселенной, а вот прямой понятный пинок под попку в сторону нового действия. Это, знаешь, вот эта подработка, я не знаю, как это назвать, но вот как шабашка, да? Но я не знаю, как это на других языках будет звучать. Подработка. Вот это предложение, знаешь, оно, как сказать, не мир перевернет внутри тебя, а вот ты задумаешься о том, чтобы этим заниматься серьезней. Вот так вот я скажу.
И знаешь, вот это предложение еще по твоей работе, знаешь, оно как будто вот для тебя не слишком серьезно. Вот как сказать вот это? Ты, как бы сказать, по приколу занимаешься, не для того, чтобы деньги заработать, а просто потому, что тебе это нравится. Хобби, в общем. Остановимся на хобби. И вот потом у тебя включится смесь страха и азарта. Потому что ты, как сказать, не то, что не рассчитывала на эту сумму, ты не думала, что она придет. И вот в это твоя задача не спрятаться и не начать тянуть резину, типа вот заниматься этим или нет. Понимаешь? Я не могу тебе сказать, я тебе объясню, почему я должен тебе сказать, занимайся этим делом, но я не могу это говорить, потому что я не могу за тебя решение принимать, понимаешь? И вот я юлю, как тебе это сказать, не знаю. В общем, смотри, не забрасывай вот это хобби, а там уж сама решай. И знаешь, какой смысл? В январе не играй в это аккуратное выжидание. Потому что сейчас идет такая энергия, что вот жизнь сама тебя выталкивает из старого. Но решение, действия и так далее все равно за тобой. Я не могу тебе сказать, как сказать, указать, что делать. Я тебе могу только дать намек. И страшно тебе будет, да. Голова начнет тебя пугать последствиями. А ночью вообще мыслями накроет, а вдруг я все просру, а вдруг я все сломаю. Вот это и будет экзамен. Ты делаешь шаг, несмотря на это, не спрашивая разрешения ни у кого. Причем шаг должен быть реальный, а не какое-то внутреннее решение. Отправила оклик, там как называется, знания свои подкрепила, то есть там курс, например, по повышению квалификации по вот этому делу. Там с начальником поговори конкретно про деньги и твой статус на работе, зафиксируй сроки. И если в ответ тебе прилетает слив или там отговорки, то ты не начинаешь опять терпеть и ждать. Ты делаешь следующий шаг уже в сторону своего хобби. Но, знаешь, нырять с головой тоже не нужно. Подкрепи все. Очень соломку подстели, вспомнил, как называется. Январь, он для тебя месяц, знаешь, когда нужно не держаться за старое место, потому что там все понятно уже, да? А вот честно признать, что твой рост там уперся. И начать действовать по-новому. И да, будешь переживать, накручивать, ошибки бояться будешь. Но это же нормальная часть процесса. Главное не свалиться обратно в это привычное болото. Сейчас тебя реально выносят на новый уровень. И твоя задача не тормозить и не оправдывать чужие косяки, а выбирать себя. Вот каждый раз, когда в твоей жизни развилка, да, то выбирай себя. И тогда этот месяц он отработает, как говорится, на все 100, и дальше пойдет совсем другая линия, как по карьере, так и по деньгам. Обязательно подписывайся на канал, жми на колокольчик и помни, я с тобой рядом.